Токио сверкал, как гигантский ночной океан из света и тьмы, и для тех, кто знал, где искать, это место прятало немало тайн. Здания, высоченные, словно древние стражи, возвышались над улицами, усыпанными бесчисленными вывесками и огнями, и среди этого ландшафта, среди мелькающих теней и потоков людей, всегда находилось пространство для тьмы. Это был город, что жил, пока остальной мир спал. И именно такой город любил Кайто Амакава. Днем он был тенью, размытым силуэтом, чье существование терялось в лабиринтах бетонных стен. Днем он спал в дешевых комнатах, забытых всеми уголках города, дремал, словно зверь, укрывшись от солнечного света. Но когда небо затягивалось мраком, он пробуждался, чувствуя, как возвращаются силы, и вместе с ними голод. Ночью, под покровом темноты, Кайто был хищником, готовым охотиться. Каждый вечер начинался с привычного ритуала. Он выходил на улицы, сливаясь с толпой, ощущая кожей прохладный ветер, улавливая перемешанные запахи пищи, выхлопных газов, пороха, запахов тел, скрытых от света. Он был один, но этот город принадлежал ему, потому что только он понимал его истинное лицо. Как опытный охотник, Кайто знал каждый угол, каждый переулок, каждое место, где можно было спрятаться или напасть. Он следовал по этим улицам бесшумно, его движения были точными, словно бы он предугадывал ритм ночи. Он улавливал мельчайшие звуки, каждый шепот, каждый треск шагов, каждый вздох. Город жил, и он был частью этого ритма. Для него ночной Токио не был хаосом. Это была симфония, танец света и тьмы, и он скользил по его краям, оставаясь незаметным. Его звериная сущность влекла его к толпе, но он не спешил. Он любил это предвкушение, этот момент перед охотой, когда еще ничего не произошло, но каждый нерв был напряжен. Но этой ночью что-то пошло иначе. Его внимание привлекла она. Кайто заметил девушку в толпе, будто в одно мгновение его сознание выделило ее среди сотен других лиц, словно она была единственным цветом на черно-белой картине. Она шла неторопливо, погруженная в свои мысли, не замечая ни шума вокруг, ни того, что ее кто-то рассматривает. Ее лицо, нежное и бледное в свете фонарей, казалось отстраненным, даже печальным. Ее длинные черные волосы, свободно не спадавшие на плечи, обрамляли лицо, как черные крылья. Ее походка была легкой, и в ней чувствовалась странная хрупкость, словно она была тенью, тем, что можно легко разбить или сломать. Но не это привлекло Кайто. Его взгляд был пригвожден к ней из-за странного чувства, нахлынувшего внезапно. Она пробудила в нем нечто неведомое, что-то, что он давно похоронил в себе, желание быть ближе, понять, узнать. Кайто последовал за ней. Его движения были почти бесшумными, он легко скользил среди толпы, избегая столкновений, становясь тенью, охотником, которого никто не замечает. Сердце билось ровно, но в этом ритме появилась странная дисгармония, заставляющая его шаг замедлиться, затем снова ускориться. Он почти чувствовал ее запах, едва уловимый, но почему-то будоражащий его до самого нутра. Она двигалась вдоль улиц, не останавливаясь, и он шел за ней, не думая о том, почему он это делает. Ее образ заполнил все его сознание, заменяя собой шум города. Все вокруг исчезло, осталась только она, светлая и темная одновременно, странная и такая притягательная. Кайто хотел лишь одного — идти за ней до конца. Как хищник, готовый к рывку, он сохранял дистанцию, не приближаясь слишком близко, но и не отпуская ее из виду.
Каждый ее шаг отзывался у него внутри волной нарастающего желания, будто его инстинкты обострялись, требуя большего. С каждым ее шагом это чувство становилось сильнее. Он изучал ее походку, ловил каждый жест, вглядывался в ее лицо, стараясь уловить выражение ее глаз. Он не понимал, почему, но знал одно — она была ему нужна. Она должна была стать его. Когда они свернули в узкий переулок, его руки непроизвольно напряглись, словно готовясь к рывку. Она все так же не замечала его, шагая вперед, погруженная в свои мысли, и даже не догадывалась, что за ней следят. Ее лицо было неподвижным, но казалось, что в ее глазах тлела какая-то боль, печаль, скрытая глубоко внутри. Это странно волновало Кайто, пробуждая в нем те чувства, которые он не мог объяснить. Его разум, его звериная натура твердили ему, что это просто охота. Он лишь должен был дождаться подходящего момента. Но когда он смотрел на нее, когда ее образ полностью захватывал его, он чувствовал, что здесь было что-то большее, нечто, что выходило за пределы обычного. Он хотел ее, не как добычу, а как нечто большее. Он хотел забрать ее из этого мира, заполучить ее целиком. Эти чувства пугали его, но также и влекли. Идя за ней, он чувствовал, как его звериная часть пробуждается, наполняя его решимостью. Ему казалось, что их судьбы уже переплетены, что он не случайно встретил ее этой ночью. Она была предназначена ему, и он должен был сделать ее своей. Ночь была длинной, и город принадлежал ему. Кайто сидел в темноте своей комнаты в дешевом отеле, окруженный блеклыми обоями и запахом затхлого воздуха. Солнце скоро взойдет, и каждый рассвет напоминал ему о том, что его время истекает. Но в эти часы, когда он должен был отдыхать, образ той девушки, незнакомки с мягким взглядом и темными волосами, не отпускал его, сжимал сознание, как неведомая сила, будто затягивая его в пустоту. Он моргнул, надеясь избавиться от видения ее лица, но оно словно застыло перед его глазами, заполняя каждый миг. Она не выходила из головы. Кайто давно знал, что с ним происходит что-то странное. Но чем больше он пытался это отвергнуть, тем глубже в него прорастала навязчивая одержимость ее образом. Прежде, если ему хотелось получить кого-то, он поддавался желанию, находил жертву, утолял голод и забывал. Но это было не так. Сначала он пытался выдворить ее из мыслей. Он ненавидел эту слабость, бесился, что он, всегда уверенный в себе, превращается в существо, движимое чем-то, что он даже не мог осознать до конца. Он выбрался в ночь, чтобы избавиться от ее образа. Город встретил его привычным гулом и людским водоворотом, но в его сознании по-прежнему стояла ее тень. Он хотел уничтожить эту тягу и пытался найти кого-то, кто мог бы заменить ее. Кайто шел от одного бара к другому, но никто, ни одно лицо, ни одно тело не вызывало в нем и тени того, что вызывала эта девушка. Все вокруг были такими пустыми, неинтересными. Он видел их перед собой, чувствовал их запах, но они казались безликими, словно таяли в воздухе. Никто из них не мог заполнить тот вакуум, который она оставила. В эту ночь, в отчаянии, он просто брел по улочкам, подчиняясь лишь внутреннему инстинкту, пока не оказался снова у старой заброшенной часовни на окраине. Он не знал, зачем пришел сюда, но что-то внутри подсказывало, что ее место здесь. Кайто стоял в тени и, затаив дыхание, смотрел на дорогу, ожидая появления ее силуэта. Ему казалось, что это безумие, надеяться увидеть ее снова, но вдруг где-то за углом мелькнуло движение, и она вышла из тени. Он застыл, наблюдая, как она идет по переулку, все так же погруженная в себя,
словно вся эта тьма вокруг существовала только для нее одной. Его дыхание стало частым и прерывистым. Сердце стучало слишком быстро, и он почувствовал, что уже не сможет контролировать себя. Он шел за ней, оставаясь в тени, не сводя с нее взгляда, не в силах заставить себя отступить. Она остановилась у дверей старой часовни и оглянулась, как будто чувствовала, что кто-то наблюдает за ней. Он прижался к стене, затаив дыхание, но в тот миг, когда ее взгляд мелькнул в его сторону, он понял, что это всего лишь игра света. Девушка снова посмотрела на дверь часовни, коснулась ее ладонью, медленно и осторожно. Он следил за каждым ее движением, поглощенный этим ритуалом, словно сама ее рука, скользящая по старой деревянной поверхности, гипнотизировала его, всасывая его в эту ночь и в ее тайну. Внутри него что-то лопнуло, какой-то древний инстинкт. Он был хищником, но в ее присутствии он чувствовал себя уязвимым, обнаженным. Она не могла видеть его, не могла знать о нем, но все его естество, все, что заставляло его выходить на охоту каждую ночь, пробудилось с новой силой. Он понял, что в эту ночь он не просто наблюдает за ней, он охотится. Проходили дни, и он вновь и вновь возвращался к часовне, каждый раз обнаруживая, что она снова здесь. Ее глаза, ее движения, ее безмолвие — все это захватывало его, как заклятие. Кайто чувствовал, что постепенно ее образ начинает овладевать им, прорастает в нем, как болезнь. Даже когда ее не было рядом, он представлял, как она снова появится. Он почти ощущал ее запах, чувствовал на коже теплый воздух, который наполнял это место после ее ухода. Его жизнь превратилась в бесконечное ожидание ее появления. Он следовал за ней по ночным улицам, изучая ее путь, ее привычки, следил за каждым ее шагом, даже когда она входила в свое здание. Он знал ее маршрут, знал, как она поворачивает голову, когда проходит мимо уличного фонаря, видел, как свет преломляется в ее волосах. Кайто знал, как поднималась его одержимость, и не мог с этим ничего поделать. Каждая ночь начиналась для него одинаково. Он выходил в город, сливался с толпой, но внутри ждал лишь ее. Наконец он не выдержал и решился приблизиться настолько, насколько это было возможно. Его хищная натура требовала выхода, и он знал, что ему нужна ее кровь, ее запах, ее шепот. В этот раз он не просто последовал за ней, он двинулся ближе, настолько, что его дыхание уже смешивалось с ее дыханием, когда она проходила мимо него. Она не чувствовала его присутствия, но его тень была там, рядом, сопровождая каждый ее шаг. Однажды, как-то под утро, он не выдержал и решился на еще один шаг. Он приблизился к ее окну, увидел, как она закрывает дверь своей квартиры, как осторожно распускает волосы, опуская голову на ладони. Все в ее движениях было неестественно знакомым, родным, как будто он знал ее всю жизнь. Он чувствовал, что если бы заговорил с ней, то нарушил бы этот миг, разрушил бы все, но страх перед этим не останавливал его. Каждая ночь превращалась для него в ритуал, каждый шаг — в приближение к той черте, за которой она принадлежала бы только ему. Ее голос, ее смех, ее тишина — все это стало смыслом его существования. Его одержимость с каждым днем становилась сильнее. Как только темнело, Кайто Амакава вновь и вновь выходил в город, подчиняясь одному лишь импульсу — найти ее. Он знал каждый поворот, каждый дворик, каждый переулок, куда она могла свернуть, и выжидал, дыша медленно, как зверь, готовящийся к прыжку. Ожидание стало привычкой, болезненной необходимостью. Как только ее фигура появлялась на горизонте,
Он ощущал, как все внутри замирает, и сердце начинало биться быстрее, отчетливо и пронзительно. Она стала для него единственным смыслом ночного существования. Она редко замечала его присутствие. Ее взгляд часто был устремлен вдаль, в какой-то свой внутренний мир, где, казалось, никто и ничто не могло ее потревожить. Ее походка была легкой, почти летящей, и в этом неспешном движении скрывалась необъяснимая печаль. Кайто не мог понять, что именно его так захватило в ней. Быть может, ее отрешенность, ее непривязанность к тому, что окружало ее в городе. Возможно, ее взгляды, затянутые мраком, который казался знакомым и близким его собственной сущности. Кайто изучал ее досконально. Он знал, как она поправляет волосы, как оглядывается на шум за спиной, как порой прикасается к левой руке, как будто там что-то болело или щемило. Он чувствовал ее слабые места, угадывал, когда она была особенно уязвима. Он знал, в какой момент в ее взгляде появляется невидимая слеза, и это неуловимое чувство заставляло его почти дрожать. Это была не просто добыча, и даже не просто навязчивая идея. В ее существе скрывалось нечто большее, что притягивало его так сильно, что он сам не осознавал, когда уже не мог контролировать свои чувства. С каждым днем он становился все ближе. Ему хотелось понять ее до мельчайших деталей, узнать ее мысли, угадать ее тайные мечты. Ее походка, как у белки, как у птицы, заставляла его сердце колотиться с такой силой, что он едва мог сдержать себя. Она была такой невинной, беззащитной в своей красоте, что Кайто чувствовал едва ли не потребность защитить ее от всех опасностей. Но он знал, главной угрозой был он сам. Однажды, когда Кайто наблюдал за ней из укромного уголка возле ее дома, он увидел, как она остановилась у порога и обернулась. Ее взгляд упал на место, где он прятался, и он замер, будто внезапно оголившись перед ней. Он чувствовал, как его тень прижалась к стене, как все его инстинкты кричали, что нужно уходить, но что-то его остановило. Девушка задержалась на месте, пристально вглядываясь в темноту, и Кайто замер, опасаясь, что она сейчас услышит, как бьется его сердце. Но через миг ее взгляд снова померк, и она, пожав плечами, скрылась за дверью. Он чувствовал, как внутри него что-то дернулось. Она видела его, пусть мельком, пусть без определенного осознания, но все же заметила его тень, его присутствие. И это будоражило его, будто он, наконец, стал частью ее мира. Теперь, если она снова увидит его, если его лицо проявится в ее сознании, он уже не сможет скрываться. Его чувство контроля начало рушиться. Чем больше он пытался подавить свой инстинкт, тем сильнее его охватывало желание увидеть ее вблизи, услышать ее дыхание. С тех пор он еще чаще следил за ней, даже днем, заставляя себя сдерживаться, но внутреннее напряжение не покидало его ни на миг. Однажды, ранним утром, он снова последовал за ней. Она шла через парк, останавливалась, будто что-то обдумывая, а затем усаживалась на лавочку под старым деревом. С этого места открывался вид на рассвет, на тихие воды пруда, где пробуждались первые лучи света. Он застыл в тени, наблюдая, как она погружается в созерцание. Ее взгляд был направлен вперед, но казалось, что мысли ее где-то далеко. Он следил за каждым ее движением, жадно всматриваясь в ее профиль, изучая ее глаза, скользившие по горизонту. Он увидел в них неведомую тоску, и эта тоска пробудила в нем такую глубину чувств, что он едва мог сдержать себя. Он представил, как подходит к ней, как его тень закрывает ее от света, как он касается ее плеча, и ее лицо, озаренное испугом, предстает перед ним. Кайто почти шагнул к ней, но остановился, прикусив губу, пытаясь подавить это желание. Его руки сжались,
Пальцы белели от напряжения. Ему хотелось быть рядом с ней, стать частью ее, но в то же время он понимал, что не может позволить себе проявиться. Он был чужаком, хищником, чья природа никогда не станет понятной для нее. Его темное «я» продолжало шептать ему, что он должен держаться в стороне, быть лишь наблюдателем. Прошло еще несколько дней. Кайто снова видел ее, снова следовал за ней, но теперь каждый раз, когда он смотрел на нее, его сознание разделялось. Его звериная натура тянулась к ней, требуя заполучить ее целиком, но вместе с этим желанием росло нечто новое, болезненное и нежное, чувство, с которым он не знал, как справиться. Она была его жертвой, но в то же время чем-то большим, неуловимым, будто он преследовал не человека, а некое воплощение света и тени. И вот однажды, как-то ночью, когда он был особенно поглощен ее присутствием, она остановилась, резко обернувшись в его сторону. Ее глаза были широко распахнуты, и Кайто почувствовал, что внутри него что-то оборвалось. На миг между ними пролегла невидимая связь, словно их души пересеклись в воздухе, как вспышка молнии. Он замер, чувствуя, как его хищный разум осознает, что он был раскрыт, что его тайна больше не тайна. Но она не побежала, не испугалась. Она просто стояла и смотрела, будто пытаясь понять, что именно увидела. Этот момент длился всего пару секунд, но он остался в нем, как некое заклинание. Она ушла, оставив его стоять на месте, и он почувствовал, что теперь уже не сможет остановиться. Кайто не знал, сколько времени прошло с того момента, как его взгляд встретился с ее. Ночи с тех пор сливались в бесконечную тьму, и каждая из них становилась все более напряженной, а его одержимость только росла. Он чувствовал, что каждый миг приближает его к моменту, когда ему придется сделать выбор — разорвать эту связь или отдать все ради ее спасения. И каждая ночь напоминала ему о том, что его время истекает. Как бы он ни пытался уговорить себя, что все, что происходит, просто игра, просто инстинкт, он понимал — это больше, чем охота. Это было поглощение, борьба, которую он не мог проиграть. На этот раз он не просто следил за ней. Он задумал шаг вперед, шаг, который окончательно определит их судьбы. Он собрался с силами, его сердце стучало, когда он снова вышел в темные улицы Токио. Ночь обещала быть долгой, но в ней было что-то иное. Предвкушение, как перед финальной охотой, где каждое движение имеет значение. Он знал, что она снова пойдет к часовне. Каждый вечер она приходила туда, и он не мог удержаться от мысли, что ее шаги следуют по незримой дорожке к нему. Она была его навязчивой идеей, его личной тенью. В этот раз он решил подождать, скрывшись в темноте, когда она будет у двери. Никаких больше наблюдений, никаких больше слежений. Он хотел, чтобы она ощутила его присутствие, чтобы он стал частью ее мира, чтобы не просто следить, а действовать. Когда она, наконец, появилась, он почувствовал, как сердце забилось в унисон с ее шагами. Она шла медленно, как будто в ожидании чего-то. Ее движение было наполнено той самой странной печалью, что он ощущал в ней с самого начала, и это заставляло его желать ее еще больше. Она остановилась, потянулась к двери часовни, и в этот миг он сделал шаг вперед. Его сердце колотилось, когда он вышел из тени. Она повернула голову, и их взгляды снова встретились. На этот раз он не собирался прятаться. Она была слишком хороша, слишком реальна, чтобы оставаться лишь в его воображении. Он шагнул ближе, и когда она увидела его, ее лицо исказилось от удивления и, возможно, страха. Но она не убежала. Она осталась, ее глаза расширились, и он чувствовал, как ее страх плавно сменяется любопытством. «Ты
произнесла она, словно не веря, что он здесь, что они, наконец, встретились. «Да», — произнес он тихо, стараясь подойти к ней, избегая резких движений, чтобы не напугать. «Я следил за тобой. Я не хотел этого, но...» Его голос дрогнул, как будто внутренние барьеры начали рушиться. «Почему?» Ее голос был полон мягкости, но в нем также звучали тревога и вопрос, на который она не ожидала ответа. Кайто остановился на шаг от нее, охваченный непривычной стыдливостью. Он никогда не испытывал таких чувств, как сейчас. Каждый его инстинкт, каждое желание, каждый порыв, что указывал ему на то, каковы его истинные намерения, сливались в одно. Он знал, что должен сказать, но слова, которые он искал, словно застряли в горле. «Я хотел...» Он замялся, не в силах подобрать нужные слова. «Я хотел тебя понять. Это звучит странно, но ты как свет в этой тьме. Я не могу объяснить, что чувствую, но это не просто охота. Это что-то большее». Она сделала шаг вперед, и это движение напомнило ему о том, насколько она хрупка, насколько ее беззащитность в этом мире его привлекает. Внутри него все перевернулось, и он внезапно осознал, что это не охота, а нечто, что не поддается его пониманию. «Ты не знаешь, что это значит», — сказала она, ее голос звучал почти шепотом. «Ты не знаешь, как это страшно. Я чувствую, что ты за мной наблюдаешь, и это пугает, но в то же время мне тебя не хватает». Кайто сбился с толку. Она не была против него. Он был хищником, а она — его жертвой. Но сейчас они стояли друг напротив друга, как две стороны одной медали, как два мира, которые не могли существовать без другого. В это мгновение он понял, что ее страх — это страх его самого. Он был зверем, и даже если она его не боялась, он боялся себя. «Я не причиню тебе вреда», — произнес он с искренностью, которой не ожидал от себя. «Я не хочу этого. Я хочу понять тебя, хочу знать, почему ты приходишь сюда, что ты ищешь в этой тьме». Она замерла, изучая его взгляд. В ее глазах читалась смесь страха и надежды, и он ощутил, как между ними возникает тонкая нить связи, невидимая, но сильная. «Я ищу», — начала она, но затем замялась, как будто это признание могло открыть какую-то страшную правду. «Я ищу спокойствия. В этом мире, полном хаоса и боли, мне нужно место, где я могу быть одна. Здесь я чувствую себя в безопасности». Кайто почувствовал, как его собственное сердце наполнилось чем-то странным, жалостью, симпатией. Он знал, что сам стал источником этого хаоса, что его сущность могла разрушить ее покой. Но в этот момент он также осознал, что именно ее присутствие вызывало в нем желание изменить себя, стать лучше, быть тем, кто сможет защищать ее. «Ты не одна», — произнес он, уверенно подходя ближе. «Я могу быть рядом с тобой, если позволишь. Я знаю, как это — быть в одиночестве». Она смотрела на него с недоверием, но и с надеждой. В этом мимолетном мгновении, когда их взгляды пересеклись, Кайто ощутил, как его сердце бьется в унисон с ее дыханием. Он не знал, что произойдет дальше, но был готов сделать все ради этой женщины, ради ее света, даже если это означало бороться с самой тьмой внутри себя. «Я не знаю, можно ли мне доверять тебе», — произнесла она. Ее голос был полон сомнений, но в то же время в нем чувствовалась какая-то теплая нотка, словно надежда все же не покидала ее. «Я это понимаю», — ответил Кайто, пытаясь вложить в свои слова всю искренность, на которую был способен. «Я не прошу о доверии. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я здесь, и я готов тебя защищать». Между ними возникло молчание,
полное напряжения и ожидания. Она шагнула ближе, и этот шаг стал началом новой главы в их истории. Он понимал, что именно сейчас происходит нечто важное, нечто, что изменит их жизни навсегда. Но в этот момент в его голове прокралась мысль. Он был не просто охотником. Он стал заложником своих собственных желаний, и это желание могло иметь страшные последствия. Но сейчас, в этой ночи, когда они оба стояли на краю, он чувствовал, что должен рискнуть. Их судьбы переплетались, и он не мог и не хотел отказываться от этого. Она стояла перед ним, ее глаза блестели в полумраке, и в этом взгляде Кайто увидел свое отражение. В ее лице была искренняя надежда, смешанная с чем-то еще, что он не мог сразу определить. Это было доверие, робкое и неуверенное, но все же живое. Ее теплый, едва уловимый аромат заполнял его сознание, словно становился частью его самого, и этот момент, казалось, длился целую вечность. Его внутренний хищник молчал. Кайто с трудом сдерживал инстинкты, чтобы не разорвать тонкую нить, соединяющую их в эту ночь. Она, незримая и хрупкая, висела в воздухе, связывая их взгляды, их души. В этот миг у него не осталось ни одной мысли, кроме как удержать это ощущение как можно дольше. Он едва дышал, чувствуя, как ее доверие становится его последним спасением. Но он знал, что это не сможет продолжаться вечно. Ее мир и его мир не могли пересекаться. Она была светом, отчаянно ищущим тишину, покой, а он был тенью, хищником, созданным для ночи и тьмы, существом, что живет, лишь питаясь чужой жизнью. Он сознавал, что если останется рядом, рано или поздно принесет ей лишь боль и ужас. «Кайто!» Ее голос был теплым и мягким, как тонкий луч света, пробивающийся сквозь холодную завесу ночи. «Я не знаю, кто ты на самом деле, но почему-то я чувствую, что тебе можно довериться, словно мы связаны. Не знаю как, но я это чувствую». Его сердце снова болезненно сжалось. Она не понимала, что он — воплощение тех теней, что заполняют ее кошмары, тех чудовищ, что приходят в полночь. Он, в своем животном желании, был готов сделать ее своей частью, но знал, что это погубит ее, вырвет ее из света, в который она тянулась, и утопит в его тьме. Кайто знал, что если останется рядом, то не сможет больше сдерживаться. Его природа требовала завершения, его нутро жаждало ее, он не мог бороться с собой бесконечно. Ожидание сводило его с ума, как огонь, что пожирает изнутри. Единственное, что могло утолить его, это ее кровь, ее дыхание, ее душа. Но сейчас она стояла здесь, рядом, и он должен был решиться, выбрать или ее жизнь, или свое желание. Ее лицо было так близко. Она стояла перед ним, беззащитная и уязвимая, а его взгляд скользил по ее лицу, задерживаясь на губах, на теплой шее, на дрожащем дыхании. В этот момент ее образ стал для него всем, смыслом его существования. Он знал, что должен сделать. Просто позволить инстинктам взять верх, поддаться им, слиться с этим моментом и стать единственным, что она когда-либо познает. Он подошел ближе, медленно, словно в тумане. Его руки потянулись к ее плечам. Она не отстранилась, не отпрянула, и ее близость пробудила в нем последнее сопротивление. Он мог бы обнять ее, раствориться в ней, стать тем, кто заполнит ее жизнь до конца, но ее взгляд, полный доверия, пронзил его. В последний миг он ощутил внутри себя раздирающее чувство. Что-то разломилось внутри него, словно мост, связывающий их, рушился.
Он знал, что не сможет жить, если сделает ее частью своей тьмы. «Я должен уйти», — едва слышно прошептал он, сдерживая себя, чтобы не нарушить этот момент, пока его зверь внутри не вырвался наружу. Она посмотрела на него, ее взгляд был наполнен смесью непонимания и горечи. «Почему?» Ее голос дрогнул, но она все еще смотрела на него, ожидая объяснений. «Почему ты говоришь это? Ты ведь пришел сюда, чтобы встретиться, чтобы быть со мной, так ведь?» Он стоял, будто прижатый к стене своей внутренней борьбой. Он знал, что не сможет объяснить, не сможет раскрыть ей, кем он был, не сможет признаться, что единственное, что заставило его подойти к ней, — это жажда, желание, что поглотило его целиком. Но, глядя на нее, он уже не мог причинить ей вред. Она была чистой, невинной, и ее глаза светились тем светом, который он никогда не узнает. Она была тем, что удерживало его от бездны, но теперь ему оставалось только одно — позволить ей идти дальше. «Прости меня», — прошептал он, и его голос был полон боли. «Я не тот, за кого ты меня приняла. Мне жаль, что я не могу остаться». Он не видел ее реакцию, не слышал, что она ответила, потому что уже уходил, растворяясь в ночи. Кайто шел вдоль улиц, не оборачиваясь, зная, что если он остановится, если обернется хотя бы на миг, то снова будет у ее ног, снова будет поддаваться этому чувству, что теперь уничтожало его изнутри. Но он знал, что должен уйти, пока не разрушил все, что осталось светлым в его жизни. Ее лицо, ее голос, ее взгляд остались с ним навсегда. Когда тьма поглотила его, Кайто шел по пустынным улочкам, чувствуя в себе гулкое, холодное опустошение. Он оставил ее, отпустил ту, что стала для него единственной светлой тенью в бескрайних мрачных коридорах его ночной жизни. Но в этой потере он неожиданно открыл нечто важное. Он понял, как сохранять ее образ в себе. Ее лицо, ее теплый взгляд, наполненный светом и доверием, остались с ним, став той памятью, что больше не даст ему утонуть в звериных инстинктах. Теперь он знал, что память о ней будет жить в нем, что даже уходя во мрак, он сможет сохранить ее образ внутри себя. И этот первый, оставленный в его сердце образ, дал ему новое знание. Впереди еще будут жертвы, еще будут лица, голоса, застывающие в его памяти навсегда. Так он обрел новый способ любить, через сохранение, через внутренний музей теней и света, где каждая потерянная душа оставит след в его темном мире.